Добрый день! Сегодня мы готовим десерт, который покорит вас с первого кусочка. Этот десерт называется бисквитный рулет тирамису. Это очень нежный бисквит, который состоит из простых ингредиентов: яйца, сахар, ванильный сахар и мука. А остальные ингредиенты для крема и пропитки я напишу под видео в описании. Прежде чем мы будем готовить бисквитный рулет, мы включаем духовку для разогрева. На 180 градусов режим вверх-вниз. Духовка должна быть хорошо разогретой. Для рулета нам понадобится 5 яиц. Яйца у нас среднего размера. Мы отделяем белки от желтков. Белки мы в чашу миксера отправляем. Сначала будем взбивать белки. Мы отделили белки от желтков. Немножко, щепоточку соли добавляем в белки. И начинаем взбивать на средней скорости. Когда белки взбились до такого состояния, мы во время взбивания добавляем по 1 столовой ложке сахара. Добавляем последнюю порцию сахара и 2 чайные ложки ванильного сахара. И продолжаем взбивать. Белки мы взбили до такого состояния, до пышной пены. Когда хорошо белки взбиваются, это залог пышного воздушного бисквита. Теперь по одному мы добавляем желтки. Все, перемешали желтки тоже. В общей сложности мы взбивали 7 минут. А сейчас будем добавлять, просеивать частями муку и добавлять в белки с желтками. Получилась у нас вот такая нежная воздушная текстура. Просеиваем муку частями. В 2 этапа добавляем муку. Вводим муку аккуратными складывающими движениями, чтобы белки наши не оседали. Снизу вверх. Часто бывает, что мука на дне остается. Долго вымешивать этот бисквит нельзя. Как только вымесили полностью всю муку, мы отправляем на противень. Размер противня я напишу в описании, какого у меня размера противень. Видите, какая устойчивая масса получилась? Это говорит о том, что мы правильно вымесили яйца. Разровняем бисквитное тесто ровным слоем.
Все равномерно распределили так. Отправляем в духовку при 180 градусах, средний уровень, 10-12 минут. Мы будем смотреть по цвету, золотистого цвета должна быть. Для пропитки бисквита нам понадобится кофе. Я буду использовать из кофемашины, а также можно использовать и растворимое кофе. Проверяем наш бисквит на готовность. Зубочистка сухая, значит бисквит пропекся. Пропекалось 12 минут. Сейчас мы накрываем второй пергаментной бумагой. Потом полотенцем. И вот так переворачиваем. Угу. Сейчас нам надо аккуратно снять пергаментную бумагу и дать бисквиту остыть. Okay, okay. Come on. Угу. Вот такого цвета у нас получился бисквит. Он очень мягкий, воздушный, как губка. Для крема нам понадобится сыр маскарпоне, жирные сливки 33%, сахарная пудра и ванильный сахар. Отправляем в чашу миксера маскарпоне, сахарную пудру, ванильный сахар 1 чайная ложка и сливки 33%. И перемешиваем до однородного состояния. Обычно я в крем не добавляю сгущенное молоко, но сегодня я решила попробовать, какой будет на вкус крем со сгущенным молоком. Я добавляю 1 столовую ложку. И продолжаем взбивать. Вот такой крем у нас получился. Пропитываем кофе бисквит. Кофе даст насыщенный вкус бисквиту и в сочетании с кремом будет незабываемый вкус. В кофе по желанию можно добавлять и ликер, и коньяк, и сахар. У нас горькое кофе. После того, как пропитали кофе бисквит, теперь смазываем кремом по всему коржу тонким слоем. А сейчас мы будем сыпать шоколадную крошку.
Опрысь, опрысь. Будем сворачивать наш корж в рулет. Помогаем себе бумагой. Спаси, спаси. Дивіться, спаси. Может так? Вот так бумагой фиксируем. Так немного надо, чтобы рулет хорошо зафиксировался. Минуты 5-7. Вот так оставляем. А потом будем продолжать украшать. Рулет немного настоялся. Сейчас мы будем сверху украшать оставшимся кремом. Сверху тоже распределяем кремом, по бокам распределяем. У нас есть такой скребок, можно таким скребком украшать. Это по желанию. Кто захочет, как захочет, можно украшать. Вот так вот. И последнее, что мы должны сделать, это посыпать какао. Угу. Вот так вот. Вот такой рулет тирамису у нас получился. Нежный, воздушный, мягкий, ароматный. Пробуйте, это очень вкусно.